Друзья, всем привет! Доброго времени суток! С вами канал Power Device и, как всегда, очередное полезное видео. Посмотрите, пожалуйста, на эти две папки проводника. Чем они отличаются? Правильно, на этом есть анимация. Также это обновленное приложение из MIUI 14, которое называется «Файлы», то есть родной проводник Xiaomi. Сейчас покажу, что это новое приложение из себя представляет. А также мы его сравним со старым проводником. Появилась возможность установить новый проводник из MIUI 14 уже сейчас на многие смартфоны Xiaomi. Давайте в него зайдем. Сразу скажу, друзья, что в основном здесь изменили только интерфейс. Он стал более удобный. Например, все разделы в хранилище стали выглядеть более презентабельно. Если зайти в старую версию проводника, и к слову, друзья, скажу, что старая версия, она также остается, то есть новая версия проводника не устанавливается обновлением, она устанавливается отдельно. Отсюда следует вывод, что новые приложения из MIUI 14 Xiaomi разрабатывают отдельно, и многие из них будут отличаться от старых версий. Теперь зайдем в старый проводник, и все эти файлы, которые мы только что смотрели, все эти разделы, они выглядят так. Согласитесь, что в новом проводнике все это выглядит гораздо приятнее. По большому счету функционал здесь практически не поменялся. Например, смотрите, те файлы, которые вы скачиваете из Телеграма или еще откуда-то, в старом проводнике нужно сделать небольшой свайп вниз, происходит обновление, файл появляется здесь. Это недавние. В новом проводнике все это то же самое появляется здесь. Это стало отдельным меню. Также в новом проводнике из MIUI 14 добавилась одна полезная функция. Зайдем в хранилище, например, изображение, начинаем двигаться вниз, искать какое-то изображение, появляется такая риска, мы ее касаемся и выползает все месяца, в которые были созданы наши фото. И здесь очень удобно искать число и месяц. В старом проводнике такого не было. Если зайти в фото, начинаем искать какие-то фотографии, появляется такая же риска, и если за нее потянуть, то мы всего лишь сможем быстро перелистывать многие фотографии. Не более того, никакое число и месяц здесь не появляются. Ну и в целом новый проводник стал более интуитивно понятным и современным. Переделали многие мелочи. Сейчас перейдем к настройкам скрытых папок, знаю, многие этим не пользуются, хочу вам это показать. А пока, если вы в начале видео заметили, как у меня происходит анимация на этих иконках. На новом проводнике она появилась, на старом, как вы это могли заметить, нет. Вот здесь можете посмотреть, как я устанавливал эти иконки. Теперь, друзья, смотрите, зайдем в новый проводник, хранилище. Знаю, что многие не пользуются скрытием папок. А многие пользователи даже об этом не знают. Смотрите, когда мы зашли в хранилище в основной папке, если сделать небольшое движение вниз, то происходит просто обновление папок. А если потянуть вниз сильнее, то выходит вот такая надпись «Отпустите, чтобы открыть личную папку». Отпускаем палец, выходит меню защиты личных данных. Рисуем здесь какой-то ключ, создать личные файлы, появляется основная папка нашего смартфона. К примеру, я хочу скрыть папку АПК. Ставлю на ней галочку «Добавить в личные». Происходит шифрование. Данная папка добавлена в личные. Теперь можно что в старом проводнике, что в новом, в основной папке также потянуть вниз. Открывается защита личных данных. Вводим пароль. И вот здесь уже открывается та скрытая папка АПК. То есть в основных папках ее вообще не видно и в нее не попасть без пароля. Думаю, здесь все понятно. Конечно же, в эти личные скрытые данные можно добавлять еще любые папки с любыми файлами. Для этого нажимаем три точки, добавить файлы и выбираем здесь любую папку. Например, вот эту. Добавить. Она также переносится сюда. Теперь в основном каталоге она исчезла и появилась здесь. Чтобы поместить эти папки обратно, удерживаем на них, выделяем, убрать из списка личных. Выбираем, куда их переместить. У меня они были здесь. Происходит перемещение. Все, они снова вернулись там, где были. Друзья, ну и конечно, вот на этот проводник я оставлю ссылку внизу в описании под роликом. Файл будет выглядеть вот так.
Просто скачиваете его и устанавливаете на свой смартфон. Как я уже говорил, он устанавливается отдельным файлом, то есть старый ваш проводник никаким образом не изменится. Если будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, не забудьте поставить лайк. До скорой встречи. Всем пока!